Красная площадь перекрыта. Сцена, которая разыгралась прямо у стен Кремля, случайно попала в эфир. Показываем неудобные для Кремля кадры и вопрос, на который Путин не смог ответить: о войне. Изменение, которое может коснуться каждого россиянина, отдано официальное распоряжение, приказ о призыве в армию, которого еще не было. Германия бьет по России с помощью Украины. Активные действия заложены в проект бюджета на 2026 год. О чем речь? Суд над главой страны, слушания, которые решат судьбу целого государства. И при чем здесь Трамп? Об этих и других главных событиях утра среды 5 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Владимир Зеленский снова появился на линии фронта. Президент приехал на самое тяжелое – Добропольское направление и посетил пункт управления первого корпуса Национальной гвардии Азов, который вместе с соседними частями держит оборону и одновременно наращивает давление на российские позиции. Там Зеленский заслушал командиров, обсудил обстановку на передовой. Шановні воїни наші, дякую за захист України і нашої територіальної цілісності. Несете службу на такому важливому напрямку. Це наша держава, це наш схід. В этот непростой момент президент лично вручил защитникам заслуженные награды. Слава Україні! Героям слава! Владимир Путин на передовую не поехал и в День народного единства подписал сразу 3 документа. 1 про язык и 2 про войну. Теперь резервистов можно направлять охранять нефтянку и энергетику еще до мобилизации, а призыв станет круглогодичным, без передышки даже на Новый год. Ранее же резервисты применялись только при мобилизации или военном положении, а призыв был весенним и осенним. Видимо, время такое сейчас заставило. Этот праздник учрежден в память о подвиге нашего народа более 4 веков назад, вставшего на защиту независимости Родины. Праздничный штрих – нововведение. День коренных малочисленных народов и День языков народов России. Видимо, чтобы было что праздновать тем малочисленным, кто еще останется в живых после СВО. Наша страна никому не угрожает. Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Совет ЕС одобрил 5-й транш для Украины – 1,8 миллиарда евро. Средства пойдут на поддержание макрофинансовой стабильности и работу госинститутов, от выплаты зарплат и обслуживания критической инфраструктуры до покрытия бюджетных потребностей в условиях войны. Совет пришел к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила ряд реформ, изложенных в плане для Украины, включая реформы судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, человеческого капитала, деловой среды, децентрализации и региональной политики, энергетического сектора, управления критически важным сырьем, зеленого перехода и защиты окружающей среды. Правда, Брюссель сделал оговорку. Киев выполнил 9 этапов, необходимых для 5-го транша, но не выполнил некий один из этапов предыдущего. Какой, в Совете ЕС уточнять не стали. По планам, в текущем году Киев должен получить около 12,5 миллиардов евро в рамках этой программы. Деньги приходят не просто как политический жест, а как сигнал. Курс на интеграцию и реформы работает, а ЕС готов удерживать экономический щит Украины дальше. Германия также готовит серьезное усиление поддержки Киева. Почти 3 миллиарда евро на оружие, включая артиллерию, дроны, бронетехнику и замену 2 Патриот. Причем готов подписаться под этим сам Мерц. Источники Reuters подтверждают, деньги будут внесены в финальные правки бюджета на следующий год. И в Берлине явно собираются воевать с агрессией России не на словах, а сталью и порохом. Общий объем помощи ЕС Украине с 2022 года составил уже 180 миллиардов евро.
Россия снова входит в турбулентность. За бензиновым дефицитом маячит новый удар – нехватка авиакеросина. Один из крупнейших частных поставщиков на рынке, Пролеум, предупреждает, после атак дронов на НПЗ власти разрешили мешать летнее дизтопливо с керосином для зимнего топлива. Машины спасли, но самолетам может достаться пустой бак. Цены уже лезут вверх. С сентября оптовая стоимость керосина подросла на 11%, плюс 8 тысяч за тонну. У вице-премьера Новака думают снова вручную душить биржу, как с бензином, который успел взлететь почти на 50%. Вопрос только в одном: сколько это продержится, если украинские дроны работают без выходных и методично рвут российскую нефтянку. Украинские разведчики продвинулись на новом участке Южного фронта. Бойцы спецподразделения Тимура провели операцию в районе бывшего Каховского водохранилища и взяли под контроль острова в серой зоне, неподалеку от Больших Кучугур, примерно в 7 километрах от берега. Во время этого рейда спецназ ликвидировал находившихся там российских оккупантов и установил украинский флаг на освобожденной территории. Бывший герой СВО терроризирует Белгородскую область. Военного, обвиненного в убийстве и изнасиловании, ищут уже несколько дней. Он сбежал прямо из военкомата. По данным СМИ, за ним могут числиться и другие жертвы. Мужчина, приехавший проверить дом в Новой Таволжанке, погиб именно там, где скрывался беглец. Ранее Алексей Кострыкин воевал против Украины, служил проводником, а теперь использует свой опыт, чтобы уходить от полиции. За плечами изнасилование, кражи, наркотики и более 20 лет тюрем. После отсидки почти 20 лет его снова поймали за разбой и насилие, но отпустили на войну. Крупнейший оружейный концерн Германии запускает новое производство боеприпасов. И где? Под носом у Москвы. Райнметалл начал строительство крупного завода по производству 155-миллиметровых снарядов в Байсагале в Литве. Запуск обещают уже в середине 2026 года. На первой стадии завод будет делать 35 тысяч снарядов в год. К 2027 планируют довести выпуск до 100 тысяч. Общие инвестиции около 300 миллионов евро. Рабочие будут работать в 2 смены, по 200 человек в каждой. Это важный сигнал и для России, который показывает, что мы, как НАТО, эффективны и способны реагировать. Первые месяцы полномасштабной войны России против Украины про снарядный голод задумались не только в стане агрессора. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Если Москве помогает пополнять запасы Северная Корея, то Европа поставила на расширение собственного производства. Несмотря на масштабный рост использования беспилотников, 155-миллиметровые боеприпасы остаются основным расходным материалом в войне на истощение и узким местом в агрессивной войне России. Снарядные заводы начинают появляться в ЕС как грибы. Только на прошлой неделе такой завод начали строить в Польше. Суд над главой страны. Слушания, которые решат судьбу целого государства. В Иерусалиме накануне возобновилось заседание по делу Нетаньяху. Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Заседание снова вызвало споры. Защитники добились его сокращения из-за срочной дипломатической встречи премьера Израиля. А в Вашингтоне готовятся к слушаниям в Верховном суде США против Дональда Трампа. Речь идет о праве президента единолично вводить экономические тарифы под предлогом чрезвычайных мер. Если суд решит, что Трамп превысил полномочия, это может стать ударом по всей его экономической доктрине и создать прецедент, который ограничит власть любого будущего президента. Следим вместе с Нехта, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. Флаги в Белом доме приспущены. В США умер Дик Чейни, некогда самый влиятельный политик, которого многие называли самым могущественным вице-президентом в истории. Ему было 84 года. Он скончался от осложнений после пневмонии на фоне тяжелых сердечных проблем, с которыми боролся десятилетиями. Инфаркты, операции, трансплантация сердца в 2012-м. Дар жизни, как он сам говорил. После 11 сентября именно Чейни стал главным стратегом войны с террором, проталкивал расширение полномочий Белого дома и сыграл ключевую роль в решении вторгнуться в Ирак, за что либералы его ненавидели годами. Ирония судьбы: под старость он разошелся со своей партией и открыто называл Дональда Трампа угрозой американской демократии.
Остаемся в США, а тут еще одно важное политическое событие. Нью-Йорк выбирает мэра. Впервые в истории им может стать мусульманин. По последним опросам в гонке лидирует 34-летний Зохран Мамдани. У него около 40% поддержки. Он баллотируется от демократов, но с ярко выраженной левой повесткой. Мамдани, которого называют социалистом, обещает кардинальные городские реформы, доступное жилье, транспорт, перераспределение бюджета в пользу соцпрограмм. Многие называют это популизмом. Среди самых ожесточенных критиков лидера гонки и действующий президент Дональд Трамп. На пятки лидеру наступает человек с бурной биографией, бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. После скандального ухода с поста из-за обвинений в домогательствах, которые он отрицает, Куомо вернулся в политику как независимый кандидат и держится на уровне 34%. Третий – республиканец Кертис Слива, основатель Guardian Angels, добровольной патрульной структуры, известной еще с 80-х. Его рейтинг около 24%. Действующий мэр Эрик Адамс с гонки снялся. В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, встретился с лидерами официальных конфессий и пообщался с группой школьников. В этот раз хозяин Кремля не стал целовать мальчика в животике, но от комплиментов не сдержался. А ты откуда такой красивый? После дежурного обмена репликами Путин хотел было удалиться. Удачи, ребята. Всего доброго. Но тут в сценарии произошел сбой, и одна из девочек решила обратиться к всемогущему правителю России с личной просьбой. И тут инициатору войны пришлось услышать суровую правду, о которой, скорее всего, ему не докладывают. А что бы ты хотела, чтобы я тебе подарил? Ну, у меня сейчас дядя на фронте, его ранили в руку, он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на задание. А я бы хотела, чтобы его перевели в хороший госпиталь. Путин дал нарушительнице регламента неоднозначное обещание. Найдем его. Как думаете, что теперь ждет дядю девочки? Обязательно напишите в комментариях. Мы все читаем. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.